Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим матч второго круга сумасшедшего чемпионата мира 69 года СССР Швеция. Из-за пражской весны турнир перенесли из Праги в Стокгольм, так что шведы хозяева, а из-за запутанной турнирной ситуации этот матч сверхважный и принципиальный вдвойне. Составы легендарные, как и тренеры сборных. У шведов многие хоккеисты играют в белых шлемах, большинство в синих, у нас все в красных. Подпишись, если нравится тот замечательный хоккей. Нам показывают Виктора Зингера, он был основным вратарем нашей сборной на том чемпионате. Коноваленко не взяли из-за нарушения спортивного режима, а полного шлема еще тогда не было у наших вратарей, поэтому только маска. И шведы активнее начали эту игру. Потрясающая атака. Первый пас от защитника Щеберга. Стернер принимает пас, и Пальмквист выходит 1 на 1 бросок. Полупанова не взяли на чемпионат мира также из-за нарушения спортивного режима, поэтому Фирсов, Мальцев, Викулов играют вместе. Ответ наших: Ромишевский, Фирсов, резкий пас, Мальцев красиво принимает и убегает между двух шведов, бросок с неудобной. Кажется, шведы нарушали правила. Мальцев здесь 18-й номер, это его первый чемпионат, как и у Харламова. Шведы в атаке, и как Стик-Йоран Юхансон красиво обыграл под клюшку Давыдова. Момент! Наши в большинстве. Фирсов выходит четвертым нападающим, и это 69-й год. Харламов играл тогда под 12-м номером, оставляет Фирсову сильный пас на пятак, Петров подставляет, опасно! Стернер в белом шлеме ловит Харламова очень жестко на силовой. Наши атакуют. Бросок Палладьева от синей. Шайба отлетает в угол. Михайлов забирает, отдает, и Петров касание, бросок. Холмквист на месте. Это звезда шведского хоккея на то время, так же, как и Ульф Стернер. Обратите внимание, у Холмквиста нет даже маски. Шлем есть, а маски нет. Во вратари были, а в 67-м году он играл и без шлема. Рагулин пошел в обводку в своей зоне, потерял шайбу, и шведы моментально находят Стефана Карлсона, но Давыдов успел, блок. Вбрасывание в нашей зоне, затяжная атака шведов. Хьюсинг разворачивает Палладьева, пас поперек, бросок в касание. «1-0. Ньюгрен забивает. Ромишевский не достал до шайбы и потом еще и не смог заблокировать бросок. Шведы дома продолжают атаковать на волне успеха. Пальмквист бросает, Зингер. Игра 4 на 4. Михайлов отбирает шайбу Стернера в своей зоне, едет разгоняться за свои ворота, и посмотрите, какой творит шедевр. «1-1. Забросил Петров, но основное все сделал Михайлов. Потрясающий проход, не по-михайловски. Причем обыграл Стернера и Светберга, хоккеистов, которые в итоге попали в символическую сборную чемпионата. Более логично было бы, если это, например, прошел бы Харламов. Петров подставил классно, как будто поменялись они ролями в этой ситуации». Второй период начинается с атак наших. Петров бросает в зону, Михайлов забирает за воротами шайбу у Холмквиста, передача, и Ромишевский мощно бросает. Продолжают наши атаковать. Курьезный наброс Палладьева, и Ромишевский еще раз. Шведы в большинстве. Нильс Юхансон на вираже падает, пас лежа на пятак. Продолжается большинство. Шайба не выходит из зоны. Юхансон, пас на Лунстрема, Зингер, эффектно. И наши сразу предъявляют судье, мол, шайба вышла из зоны. У нас капитан Старшинов.
По-прежнему в меньшинстве наши, все та же парочка, Стих Юхансон на Лунстрема, шайба катится в ворота, что творит Зингер? Потрясающее спасение, сейчас такое крутили бы всю неделю. И только выходит Паладьев, все тот же Лунстрем теряет шайбу, Фирсов, великолепный пас, Михайлов выходит 1 на 1. Два 2-1. Как тонко опять сыграл Михайлов. И опять не совсем в своем стиле. Он сегодня просто парит. Гол плюс пас. Но отметим и Фирсова. Вот шведы. Не забиваешь ты, тебе забьет тогда Михайлов. Защитники шведов почему-то свалились к ближнему борту. Ура! Мы ломим! Гнутся шведы! Гнутся, но не ломаются. Шведам нельзя проигрывать, как и нашим. Петров привозит себе контратаку. Щеберг летит вперед, притормозил, ждет и оставляет Стернеру. Обыграл Мишакова, пас обратно Щебергу. 2-2. Какая красивая шайба. Каков Стернер. Мало того, что обыграл, еще и отдал с неудобной. Ну и Щеберг красавец. Протащил и затем в касание отправил шайбу в ворота. Быстро ответили шведы. Не прошло и 2 минут. Какая игра-то пошла. И еще момент сразу. Карлсон бросает с убойной, Давыдов блок. Шведы в большинстве, бросок от синей линии, шайба застревает и огромный Лунстрем разворачивает Давыдова и бросает. Стернер просто какая-то машина, взял шайбу в большинстве на своей синей, мощнейшее катание. Обыграл Петрова, дальше объехал Ромишевского, пас на пятак и Лунстрем все тот же, Давыдов опять блок. Наши отвечают, Харламов подхватил за воротами, развернулся, пас на пятак и Петров долго. Автор одного из голов Ньюгрен получает шайбу в центре площадки. Какой красивый проход, сольный бросок. Паладьев, отличный пас, Харламов идет один, Улитка красиво обыграл Пальмквиста, пас Петрову. И в ответку почти все поле сам летит Ларс Нильсон. Передача, куча рикошетов. Стернер проталкивает, бросок Нильсона. Якушев не играет. В тройке с Зиминым и Старшиновым играет Мишаков. У него 10 номер. У Зимина 17. Наши входят в зону. Старшинов пас. Мишаков бросок с неудобной. Начался третий период, и Стернер как на льду, так есть момент. Карлсон отбирает у Харламова, выбрасывает, и Стернер убегает 1 на 1, Мишаков за ним. Зингер спасает команду, отбил шайбу, но Мишаков, нападающий, почему-то оказался последним. Да, он не выбил шайбу, но он точно помешал Стернеру. В этом весь Мишаков. Потом он ударился о штангу, но он играл и с большими травмами и всегда ложился под шайбу, не задумываясь. Тарасов его очень ценил. Кстати, как здесь шайба от него не зашла в ворота, я так и не понял. Продолжают шведы атаковать. Неудачный отскок от борта. Светберг врывается в нашу зону. Бросок мощный. Ох, Зингер. Викулову сбили шлем. Он 9 номер. Наши атакуют. Фирсов переводит Рагулину. Бросок и Викулов забивай. Надо отметить вратаря-легенду шведов Холмквиста. Для шведов он Хонкен. Вбрасывание в зоне шведов. Петров и Стернер. Харламов пас. Михайлов с неудобной. «3-2». Наши выходят вперед. Важнейший гол. Ну, Борис Петрович, вы сегодня лучший без вопросов. 2 забил и 1 отдал. Сделал 3 гола. Да какие! Фантастика! Отметим Харламова. Теперь бы додержать, ведь шведы были поактивнее. И поплыли шведы. Светберг не лучший его матч. Привозит, и Зимин можно решать. Да-да, 17 номер это именно Зимин, не Харламов.
Нам показывают Аркадия Ивановича Чернышова в шляпе. Справа по картинке Владимир Юрзинов, который не попал в состав. Слева врач Алексей Васильев. Чернышов весь матч открывал и закрывал калитку на скамейке. Интересный момент. Вбрасывание в средней зоне. Давыдов ловит рукой и выбрасывает, казалось бы, наотмашь, но Старшинов выходит чисто 1 на 1. И мы видим, как тренер Швеции Арне Стрёмберг, мужчина в очках, собрал своих ребят. Он считался сильным теоретиком. Кстати, в то время он был освобожден от клубной работы в Швеции, только сборная. Тарасов много о нем писал, очень ценил его Анатолий Владимирович. Но создать шведы после пропущенной третьей шайбы ничего стоящего не смогли, и сборная Советского Союза уверенно довела дело до важнейшей победы. А вы помните, кто и при каких обстоятельствах в итоге стал чемпионом мира? Пишите в комментариях и подписывайтесь для следующих обзоров. До свидания.